Везде войска друг друга ждут. Все, то есть нельзя нащупать местечко. Сколько вот Сырский шел и как молоточком простукивал стенку, где пустота, где пустота. И в этот момент туда прилетает авиабомба. Как карточный домик складывается. Это школа или здание. Сколько там было бойцов? Сколько погибло в одночасье? Ты этого не знаешь. Если Клаузевиц называл все эти сомнения в свое время туманом войны, то сейчас, наверное, мы должны это назвать глухой безлунной ночью. Всем привет. Вы на канале Ширяев и Ширяев. Я журналист Евгений Ширяев. Мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Здравствуйте. Рад всех вас приветствовать. И скажу сразу, что в связи с событиями на фронте и многочисленными оценками специальной военной операции за 4 года, сегодня важной темой нашего разговора станет баланс сил, потери армии, пополнение на фронте. За минувшую неделю, согласно данным Минобороны, как мы обычно с этого всегда начинаем, российские войска заняли населенные пункты Карповка в ДНР, Рездвянка в Запорожской области и Графская в Харьковской области. Главным событием истекшей недели, на мой, по крайней мере, взгляд, было забуксовавшее контрнаступление украинской армии в Запорожской области, ну и все, что происходило вокруг Константиновки и в Донецкой области вообще, скажем. Что касается боев в Запорожской области, вот там целый набор таких вот интересных наблюдений есть, которые дают пищу для ума и нам подсказывают тему этой сегодняшнего выпуска. После того, как контрнаступление украинской армии в Запорожской области остановилось, практически мы можем констатировать это уже неделю как, довольно неожиданно выступил президент Зеленский и заявил о том, что вооруженные силы Украины заняли в ходе этого контрнаступления 300 квадратных километров территории. А потом еще через сутки выступил Сырский и сказал, что не 300, 400 квадратных километров. При этом они как бы вроде не заявляли, что это контрнаступление. И тем не менее о цифрах контрнаступления отчитались. Да, во-первых, не заявляли. Во-вторых, нет никаких подтверждений, ну, как обычно, вот видео, да, всех вещей, вообще, в принципе, никаких. Вот просто сказали на слова. Ну, и следуя таким авторитетным источникам, западная пресса прям начала писать об этом, так сказать, факте интересном, так сказать, все стали интерпретировать, обсуждать, что уже это значит. Это означает, что украинская армия побеждает или не побеждает, какие будут следствия из этого и так далее. Конечно, и я озаботился вопросом, стал исследовать источники, разговаривал с людьми, и все получилось так. Фактически закрасили серую зону. Она сместилась южнее и восточнее. И вот от Братского до Аристополя 25 километров и южнее от Аристополя от 2,5 километров и более. Вот это зона, которая фактически в ней идут внутри нее бои. И украинская армия объявила ее зону своего уверенного контроля. Что интереснее всего, что произошло. Там был ряд населенных пунктов, которые уже объявлено захвачены. Он прямо на самом краю стоял, на линии боевого соприкосновения. И тактикой контрнаступления украинской армии была избрана обход населенных пунктов. То есть они не входили в населенные пункты, просто обходили боком и шли дальше. Да, все. Российская армия из этих населенных пунктов никуда не ушла. Там так и оставалась сеть. В результате у нее за спиной, значит, появились украинские войска. И вроде бы как они теперь, вот все, кто сражается сейчас в Аристополе реально совершенно российские войска стоят и отбивают атаки. Но у них за спиной, значит, большой кусок территории, который, так сказать, контролирует в значительной степени украинская армия. Получился вот тот самый слоеный пирог. И те оказались в оперативном окружении, и эти оказались в оперативном окружении. Но после такого громкого заявления 400 квадратных километров, что делать с видео? Потому что мы уже после этого заявления видим многочисленные видео атак механизированных колонн, да, ну, небольших размеров, но постоянные сплошные атаки техники на эти самые населенные пункты,
которые уже давно украинцами объявлены захваченными. То есть там сидят русские, объявляются. Так что ж ты их атакуешь по второму разу, что ли, получается? Что-то не сходится здесь. То есть я вот считаю, что вот это искусство авансов, искусство завышенных, так сказать, завышенной отчетности, оно украинской армии, вообще в украинском руководстве развито ничуть не меньше, чем в российском, может, даже и больше. Потому что здесь вот в этой ситуации совсем ничего не получается. Важно сказать вот что. Да, кстати, вот занимался недавно ситуацией на месте там Покровске. В Покровске сражались российские войска. Ну, там есть населенный пункт Гришин. Это такой поселок городского типа, больших довольно-таки размеров. И оттуда все время на Покровск отправлялись в атаку колонны. То есть контрнаступление вот на этот мешок с целью прорвать его, да, в том числе шло с Гришина. До сих пор там фактически все это Гришин сплошная серая зона. Хотя они делят ее там между собой, как-то карты рисуют. На самом деле и там везде сидят российские войска, и украинские. Сложно вообще определить. Кроме того, да, ну, общее количество, я посчитал приблизительно вот этой серой зоны, которая новая возникла уже, да, в результате контрнаступления, у меня получилось где-то 60-80 километров квадратных. Не 400, а 60-80. Очень много видео с уничтоженной техникой украинской, которая, ну, просто действительно очень большие потери, очень серьезные. То есть Сырский не жалеет сил, что называется, и пытается остановить, не остановить, а вот выполнить задачи этой своей операции. Но я в прошлый раз еще говорил, что, судя по всему, задачей является остановить продвижение группировки войск «Восток» в сторону Орехова. Так вот, 2 суток как это наступление опять возобновилось в районе Гуляйполя. То есть там севернее, в районе Арестополя, Покровского, идут непрерывные атаки украинской армии, а южнее российские войска продолжают наступление. И прямо безостановочно. То есть получилось, что они приостановили это наступление. Не остановили совсем, а на какой-то срок приостановили. И оно сейчас возобновилось. Но это, конечно, вот только по результатам наблюдений вот этой недели. После того, как сложилась такая ситуация, где командующие затрудняются даже определить зону контроля сами командиры, очень остро встал вопрос исчезновения бойцов из эфира. Когда передний край рисуется на картах, значит, есть такое понятие передний край. Это последняя точка, где присутствует твой боец. Последний окоп, дальше уже все противник. Вот. А передний край не может быть зоной. Там серая зона, не серая зона, неважно. Он не может быть зоной. Это всегда линия. Если ты, ну, на картах военных, если у тебя там несколько окопов, ты просто их соединяешь в линии, вот называется передний край. Ну, такой просто один из инструментов определения положения, где мы на каком свете находимся и в каком положении твоя армия. Ну, это очень старое определение, я так понимаю. Да. И, соответственно, может быть, просто передний край тоже уже... Но он существует. И это именно линия. И командиры не могут наверх докладывать о серой зоне. Они докладывают по переднему краю. И если там сейчас контроль обеспечивают 2 бойца, которые сидят в окопе или там в каком-нибудь подвале, скрылись, и не показываются даже на улицу, все, где-то 5 километров влево, 10 километров вправо, еще по одному бойцу, там по 2 бойца сидят. Вот это и есть передний край. И по нему меряют зону контроля. И по нему меряют зону присутствия противника. То есть, каким образом? Всех своих, кто там находится, вот, до переднего края, ты называешь войсками, которые осуществляют контроль над территорией. Всех бойцов противника тоже 1, 2, 3, там маленькое количество, двоек, ты называешь прорвавшимися разведывательно-диверсионными группами, либо какими-то незначительными, значит, группами, которые находятся в окружении. Окруженцы. Вот так.
То есть мои – это контроль, его – это даже диверсанты. Все случайно там. Значит, их надо зачищать, и все. Хотя на самом деле это все одно и то же. В результате, если с группой прерывается связь, ты не знаешь, как ее обозначить, вот этот сам факт. Посмотри, здесь 2 человека, через 10 километров еще 2 человека. Ты их не видишь, даже иногда с беспилотника, так они спрятались. И вдруг, хлоп, и у одного из них исчезла связь. Ты не можешь, не знаешь, что случилось. Или ребята погибли от артиллерийского удара, допустим. Да, они сидели в подвале, вот прилетел снаряд, сюда, готово. Или у них просто рация сломалась. Или противник включил прибор радиоэлектронной борьбы и подавил частоту. И ты просто не можешь с ними... Они сидят, там все хорошо. В каком положении ты оказываешься? Раньше, когда у тебя много было войск, ты передний край легко рисовал. А сейчас, через 10 километров, вдруг выпадает у тебя одно звено, 2 человека. Ты не знаешь их судьбу. Тебе даже доложить нечего, он у тебя исчез. Если Клаузевиц называл все эти сомнения в свое время туманом войны, то сейчас, наверное, мы должны это назвать глухой безлунной ночью. Поскольку контроль и атака и оборона осуществляются очень небольшими вот такими силами, по 2, по 3 человека со всех сторон. Вот в данный момент мы должны опираться на то, что есть видео механизированных штурмов Аристополя и целого ряда городов, населенных пунктов и точек обороны на восток от Аристополя. Это нам показывает передний край российской армии. Как ни странно. Вот. И у них за спиной в оперативном окружении тоже находятся вооруженные силы Украины. Вот по-другому трактовать нельзя. Если все это померить, не получается 400 километров в это никак. Этот контроль, потеря контроля, когда небольшие группы уходят в тылы противника на 15 километров, то есть 15 сюда уже 30 километров получается у тебя, приводит к тому, что эта линия условная переднего края рисуется, например, украинским командованием даже в таких городах, как Часов-Яр. Выяснилось, что там есть на окраине Часов-Яр 5 человек, которые где-то сидят, вот их не могут отловить. В каких они подвалах, где там они перемещаются. Но во всех докладах Зеленскому это рисуется как передний край. Он смотрит и считает, что это частичный контроль над городом. И до сих пор нет уверенности в полной зачистке гуляй-поля. Также точно бойцы украинские могут где-нибудь сейчас обнаружиться в каком-нибудь из мест, там в подвале, 2-3 человека, которые поддерживают связь с командованием и считаются передним краем Украины. Вполне может быть. А вот для того, чтобы этого не было, российская армия должна в тыловых городах, которые уже отошли далеко в тыл, проводить полную зачистку. По идее, это должна делать Росгвардия, не армия. Это легкие войска, там самое тяжелое, что у них сейчас есть, там, минометы. Да, они по домам ходят, проверяют документы. Да, вот они. Но на самом деле сил нет на полную зачистку, быструю, таких огромных территорий. В результате это все неспешно, потихонечку делается. А у украинской армии вообще нет никаких сил. Даже ничего они не могут сказать. Они и не занимаются такими вещами. Как там, зачистка у них идет просто в процессе боя. Непосредственно проверка подвала, все, дальше побежали. Так, а по Купинску какая ситуация сейчас? Потому что обещали за январь-февраль полностью по-настоящему уже занять с Купинском узловым. Да, поскольку группировке войск Запад была поставлена задача до конца февраля полностью, да, действительно занять Купинск, мы понимаем, что эта задача не выполнена. И Купинск-узловой, который тоже объявили освобожденным, занятым, там все под контролем, он не является городом, где российские войска могут вот прям сразу заявить о своем верном контроле. Это не получилось.
Вот. Поэтому там идут городские бои по-прежнему, и ничего не изменилось. Я и сказал, что само обязательство разобраться с этим вопросом до конца февраля, оно сверхамбициозное. Сверхамбициозное. Это прям вот что-то такое отчаянное было, так сказать, обещание. Но посмотрим. Сейчас в Купянске положение выравнивается и склоняется в пользу российской армии. Вот за прошедшую неделю, день за днем, потихоньку российская армия улучшала и улучшала свои позиции на разных участках. На самых-самых разных участках. И в целом украинская армия в Купянске пятится. Но город не находится под полным контролем. Очень, значит, можно коротко сказать о том, что продолжается наступление российской армии на славянском направлении. Там дошли до Федоровки 2, идут отчаянные бои. И очень плотно охватывают южную и восточную часть, юго-восточную часть Константиновки. Российские войска все ближе и ближе продвигаются. Вообще по всем направлениям, со всех сторон российская армия приближается вот к этим 4 городам. Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. То есть, но в Константиновке прям уже полный охват. И там уже, как я сказал еще в прошлый раз, идут бои. И здесь отмечу такой интересный эпизод. Южнее Константиновки идет череда прудов. Ну, то есть, там речушка протекала, она большой дамбой закрыта. Возникли вот такие, сравнительно локальные водохранилища, не очень крупные, но все-таки водохранилища, фактически, запруды. И вооруженные силы Украины снабжают эту юго-западную часть Константиновки по одной дороге. И вот на этой неделе был нанесен удар по плотине, бомба авиационно управляемая, ФАБ, да, упала строго прямо на дамбу. На видео прям четко это видно все. Дамба дала течь, и вода понеслась. И в очень короткие сроки вот всю пойму и все эти места, где шла дорога, запрудила и превратила в непролазную грязь и болото. И прекратило снабжение. Это временное явление. Конечно, со временем вода высохнет, там все, пруды спустятся. Все это закончится когда-нибудь, и снова все восстановится. Но временно, пока идет битва за южную часть Константиновки, там действительно это очень важный момент. Перекрыли снабжение вот таким способом. Но что мне показалось любопытным, это бомба непростая, это 3-тонная бомба. Не 500, как обычно, там, 200, а 3-тонная огромная. Это бомба с огромной инерцией. Ей очень трудно держать траекторию, выдерживать, понимаешь, сказать, вот, чтобы она не отклонилась, а точно. И все-таки они попали прямо в перешеек. Очень точно. То есть надо вот, прям признать, у нас на глазах произошло вот такое, вот мы увидели доказательство, что эти авиабомбы управляемые, даже самые большие, это высокоточное оружие. Давно к этой теме не возвращались. Ты об этом уже рассказывал, конечно же, о том, как подсчитываются потери, о том, как строится подсчет своих и чужих потерь, сколько это можно доверять. И, да, из этого вытекает все военные расчеты. Да, вот как раз хотел сказать, что ты как бы свои собственные действия рассчитываешь на основании подсчета погибших противника. И будущие свои действия планируешь тоже, исходя из этого. Важнейший момент. Вот говорят, что очень медленное продвижение российской армии. Оно буквально там вот 4 года, а там 0,8% территории заняли в этом году и так далее. Все это разговоров очень много. Первая причина, самое главное таких темпов, вовсе не то, что российская армия не может там куда-то рвануть. Это нежелание командования терять своих бойцов. То есть резкое наступление, так далее, прорыв куда-то, так далее, чреват просто потому, что без армии останешься. Достигнешь своей цели, захватишь город, но погибнет столько людей, что первая победа. Да, первая победа. Самый правильный такой образ в этом смысле.
Вот, поэтому достигается это разными способами, экономия средств. Ну, самое главное, что мы сейчас видим, это отказ от механизированных штурмов почти везде уже. Ну, по крайней мере, в значительной степени отказ от механизированных штурмов, переход на эти вот инфильтрацию двойками, тройками, рассредоточение и так далее. Вот. В этих условиях подсчет, вроде бы ты все контролируешь с помощью беспилотников. Ты видишь каждого бойца противника, который погиб. Ну, или лежит раненый, там, да, и так далее. Но, оказывается, нет. Вот блиндаж, ну, опорный пункт. Мы видели, как они выглядят. Можем показать, да. Это иногда просто километры подземных дорог. Буквально километры подземных дорог. Или закопанный глубоко в землю с многими бетонными перекрытиями опорный пункт. Или просто какое-то здание, там, школа или завод, где в подвалах скрылись бойцы. Ты там никого не видишь. И в этот момент туда прилетает авиабомба. Как карточный домик складывается, это школа или здание какое-то другое. Сколько там было бойцов? Сколько погибло в одночасье? Ты этого не знаешь. И это касается всего. Тут вступает в действие закон психологии, закон, как я его называю, закон охотника и рыбака. Никогда военные, докладывая о потерях противника, не будут преуменьшать. Они всегда завышают. Причем завышают так иногда, что просто волосы дымом станут. Я сам свидетель этих вот докладов. Я их переводил в Афганистане наверх доклады. Буквально в разы. Если есть вероятность, то тот, кто докладывает, он докладывает максимальную вероятность. От 10 до 100. Он напишет 100. Есть еще такая циничная шутка военная, штабная. Сколько писать потерь? 10? Пиши 100, чего их жалеть. Вот. Знаменитая шутка такая. Вот приблизительно из этого все и исходит. Поэтому опираться на данные Генерального штаба России и Украины чревато. Они базируются на докладах снизу, которые максимально возможно оценивают потери противника. Реальных потерь мы не знаем. Ну, может быть, там есть специальные какие-то программы компьютерные. Ну, во-первых, документально можно подсчитывать. Все-таки те, кто погибают при атаке дронов, их точно можно записать в точные потери, потому что там как бы не ошибешься. Кстати говоря, хорошая идея. Может быть, действительно существуют какие-то способы подсчитывать через нейросети. Корректировать статистически. Нет, через нейросети видео анализировать. Там, я не знаю, я думаю, что возможно, что это и есть. Вполне возможно. А тех, кто просто не пришел с фронта, записывают в пропавшие без вести. И это на 90 с лишним процентов погибшие. Очень интересный поворот произошел у украинцев. У них в 22 году, летом, когда все только начиналось, на 3 погибших, на 2-3 погибших приходился 1 пропавший без вести. Ну, то есть пропавших без вести было не так много. Сейчас ровно пирамида прямо перевернулась. На каждого одного погибшего, известного, тело его, так сказать, вот домой привезли, можно предать его скорбному обряду, отпеть в церкви и так далее. На него приходится 3 пропавших без вести. Вот представляешь себе, да? То есть в ВСУ пропавших без вести, по крайней мере, год уже, в 3 раза больше, чем погибших. Но нас интересует сейчас в большей степени потери текущие. Когда мы вот говорим об этих вот, что было тогда, и общие цифры, которые там журналисты высчитывают, например, по некрологам, считают некрологи, да? И это все общие цифры потерь за все время. А для того, чтобы рассчитать нынешнее положение вражеской армии, надо за последние 2 месяца. А этих цифр точно у нас нет. Поэтому я не удивлюсь, если выяснится, что генеральные штабы сторон основываются в своих расчетах, в том числе на
сомнительных данных, которые базируются сами, вот эти данные, на докладах снизу, потому что это невозможно преодолеть. Это природа человека, который стремится преувеличить свои успехи. Когда армия наступает, она в наступлении всегда больше теряет, чем обороняющаяся. Разница, вот этот коэффициент, насколько больше, он очень сильно зависит от применения еще посторонних сил и средств. Там, авиабомбы, артиллерии и так далее. Тут еще не всегда это коэффициент на разных участках фронта даже одинаковый. Но, тем не менее, как бы априори мы понимаем, что наступающая армия, в данном случае российская, должна больше терять личного состава безвозвратно, то есть имеется в виду погибшими и выбывшими по ранению, чем украинская армия. Когда армия прорывается через тактическую зону и выходит в тыл, особенно если в нескольких местах она может уже перерезать дороги снабжения, устраивать окружение и так далее. Вот там в тылу уже нет войск противника. И пирамида переворачивается. Потери наступающей армии, которая находится в прорыве, не на проценты падают, а в разы падает по сравнению с потерями того, кто через кого прорвались. И это идеал, к которому стремились все, но так его и не достигли до сих пор никто. Украинская армия, ВСУ пытались вырваться вот на этот оперативный простор во время организации плацдарма в Курской области. Вот когда они в Курскую область захватили, это прям было видно, это стремление, но не получилось. Их все-таки остановили, и вот этот момент все опять встало и вернулось в обратную сторону. В то же время мы сколько уже вот сейчас выпуск за выпуском рассказываем о контрнаступлениях украинской армии. А в контрнаступлении войска несут потери еще больше, чем в наступлении. А украинская армия бесконечно контратакует. Бесконечно. И это означает, что мы затрудняемся утверждать, что российская армия больше у нее потери. Если бы украинской не было такого количества контрнаступлений, они тоже теряют. А почему контрнаступление, контратаки, в них гибнет людей больше? Какая причина? Ты должен сначала остановить противника, потом собраться, потом нанести удар на подготовленные к обороне. Ну, противник, грубо говоря, в том месте, в котором ты прорываешься, не должен тебя ждать. А у нас вот на этом всей линии фронта таких мест уже и не осталось. Везде войска друг друга ждут. Все, то есть нельзя нащупать местечко. Сколько вот Сырский шел и как молоточком простукивал стенку, где пустота, где пустота. Что последний раз у него получилось это в Курской области. Там нашел он эту пустоту. Все. Больше таких мест, ну, не видно их. Они куда не ткнутся, и везде, так сказать, их встречают во всеоружии. И у меня сомнений никаких нет, что Иванаев, группировка «Восток», конечно же, ждал этого контрнаступления украинского, которое сейчас остановилось фактически. Да, они не смогли выйти на оперативный простор. Они остановились, и все вернулось обратно. Поэтому общие потери, конечно же, будут определены после подписания мирного соглашения. А вот уже по операциям и по там, месяцам, по дням, это военные ученые будут этим заниматься. Только потом. Потери, они должны, очевидно, восполняться. Ты об этом постоянно говоришь. Недавно мы, кстати, обсуждали резервистов. Да, и то, что резервисты в целом тоже могут попасть на фронт при каких-то обстоятельствах. Так написано. И в целом, какие вообще есть варианты того, как могут пополняться войска? Ну, да, вот, точно, совершенно массовая мобилизация в том виде, в каком мы ее видели осенью 22 года, было вынужденное решение, оно проистекало из-за совершенно определенных обстоятельств, нехватки войск на фронте и так далее, и вообще самой модели выбранной пополнения. Сейчас мы знаем, что есть, потребность в очень серьезном обновлении, в пополнении на нескольких сегментах.
это младший командный состав, это система, беспилотные системы, войска беспилотных систем. И это, кстати говоря, вот отряды, которые внутри России защищают от беспилотников, это их еще далеко не полностью создали, их надо еще продолжать создавать и так далее. Ну и, конечно, для этого, для вот решения этих проблем есть целый набор рычагов, которые, ну или способов, как хочешь называй, которые позволяют обойти саму мобилизацию. В том виде, в каком мы ее увидели, мобилизацию тогда, когда очень значительная часть молодых мужчин, весьма образованных, значит, бежали из России. Многие потом, правда, вернулись, но тем не менее, я уверен просто, что власть, Кремль, они сделали выводы определенные из этого. И я предполагаю, что вот пополнение войск для решения вот этих проблем на разных направлениях кадровой работы будет проходить окольными путями в обход мобилизации. То есть будут по-другому действовать, по крайней мере, пока. Есть два способа получить численное преимущество над противником. Первый способ – это привлечь в армию как можно больше новобранцев. Обучить их, вооружить, там, послать на фронт. Да? Второй способ – это уничтожить как можно больше солдат противника. Но вот на конкретном участке фронта ты выбираешь этот участок как полководец, собираешь войска, артиллерию, ты проводишь разведку, смотришь, кто где стоит, и потом ты наносишь удар на всю глубину оперативного построения, вглубь на 150 километров. Поражаются все места дислокации, там, пункты связи и так далее. Значит, соответственно, у противника резко меньше становится бойцов. Второй способ. Вот совершенно такой же точно военные законы. К этому способу призвал только что назначенный министр обороны Украины Федоров. И ему, соответственно, Зеленский дал поручение, а Федоров сказал, что вот мы будем делать вот так. Они должны количество погибших бойцов российской армии, погибших, не раненых, а погибших, довести до 50 тысяч в месяц. Но есть способы увеличить количество войск, участвующих в боях, обходным, ну, в обход мобилизации. Вот не просто мобилизация, а какими-то другими способами. Но один из них, самый простой, мы его знаем все, увеличить бонус вступительный, и люди сами пойдут в армию, ну, просто, так сказать, помимо своих патриотических каких-то соображений, в первую очередь интересует еще материальный стимул. Все, это вопрос закрыли, пока работает. Если этот приток добровольцев, которые еще и за бонусами идут, уменьшается, мы можем увидеть, например, разрешение каким-то частям российской армии, которые состоят из срочников, участвовать в определенных условиях на территории Украины в боевых действиях. Ну, например, когда шла война в Афганистане, стало понятно, что вот эта огромная полоса приграничная, примерно 100-150 километров вдоль афганской границы, ее надо закрывать. Армии 40-й это поручить было трудно, потому что у них там свои проблемы были, свои операции. И тогда пограничники начали создавать мобильные механизированные группы. Они размерами были до батальона. Это были самые лучшие бойцы из всех, которые когда-то вообще вот люди встречали. Они все говорят о том, что пограничники были самые лучшие, лучше, чем десантники даже. Они имели право законодательное действовать в глубину территории на 100-120 километров на протяжении всей советско-афганской границы. Если мы сейчас, ну не сейчас, а вот в каком-то будущем там, обозримом, увидим, что принимаются законы, которые позволяют российским пограничникам переходить границу и действовать там в определенных рамках на той территории, на украинской территории, там, ну, не заходя очень далеко, да, в оперативной полосе, как это было в Афганистане. Есть еще одна проблема, которую тоже можно попытаться решить в обход
мобилизации. Украинская и российская армия есть очень большая проблема. Это недостаток младших офицеров, ну, младших командиров, да, лейтенанта и так далее. Но я вот уже говорил, что один выпуск училища воздушно-десантного Рязанского 350 человек. Это ни о чем сейчас. В мирное время хватало там как-то на продвижение по службе. Сейчас этого категорически не хватает. Ну и, соответственно, про остальные училища то же самое можно сказать. Про украинские военные училища вообще ничего говорить не стану. Там еще хуже ситуация. Как они, откуда они берутся на фронте сейчас, младшие командиры? Вот просто сверху наблюдает командование, выявляет среди личного состава, выявляет самых инициативных, самых шустрых, рукастых, самых предприимчивых и соображальских, так скажем. И их немедленно выдергивают, тех, кто лучше всего показал, и отправляют на курсы повышения квалификации, там вашего офицерского состава. Много всяких вот есть всевозможных способов человеку дать начальное военное, ну не начальное, а военное образование достаточно для его уровня. Дальше он должен уже расти в более серьезных учебных заведениях. Времена, когда Фрунзе мог, обладая крайне недостаточным военным образованием, быстро освоить эту науку полководца, и он побеждал белогвардейских генералов, эти времена ушли безвозвратно. Сейчас конечно, человек, обладающий широким взглядом, который дает военное образование, неизбежно выиграет у своего оппонента, который без такового. Просто человек, который без военного образования стал командиром, он дальше идет, он, тем не менее, по самосознанию так и останется командиром партизанского отряда. Вот. Как их привлечь? И вот их выискивают, и создается в голове у человека корреляция, что в принципе в будущем это содержание, пенсия. Военная пенсия совсем не такая маленькая. А тут вот у нас с 1 января мы увидели, что в связи с некоторыми манипуляциями с коэффициентами пенсия растет до 20%. Приличная очень. Конечно, это деньги, отложенные на потом. Это не сейчас бюджет должен ему выплатить, а когда он дорастет до пенсионного возраста. Это на самом деле летит, муховое время летит, и когда еще годы засчитываются на фронте по повышенному коэффициенту, все это играет роль. И люди принимают решение связать себя с армией. Вот не просто пришел, у него был бонус какой-то большой, так сказать, вступительный, он заходил, а теперь еще и задумываться о будущем. То есть создать себе не подушку безопасности, но, по крайней мере, какую-то поддержку в зрелом возрасте. Вот. Мы это прямо сейчас увидели. Вот это применяется. Ну и третье. Это, конечно, срочный контракт. Вот сейчас целый род войска беспилотных систем, получил свой срочный контракт. Срочный контракт, когда ты можешь выбирать на год, на 2, на 3. Подписал, все. Через 2 года закончился он у тебя по сроку, имеешь полное право уйти. Через год уходишь. Это то, что вот срочные контракты есть у добровольцев, на добровольческих батальонах. Но при этом вот этот контракт для беспилотных сил, он сохраняет все остальные привилегии. Вот. И эти люди, которые должны, их надо набрать в беспилотные войска, это непростые люди. Вот совсем непростые. Давай перечислим просто умения, которыми должен такой, так сказать, в этом случае обладать. Они должны уметь работать с 3D-принтерами. Сборка очень непростая. Это программирование разных этих уровней, то есть разных типов программирования, которые необходимы прямо здесь, на линии фронта, а не где-нибудь на заводе-изготовителе. Тут. И эта техника, это вот топ техники, современный, самый такой продвинутый род войск. И это все рядовые. Вот этот американец, который сейчас приехал с Украины с очередной своей командировки, Майкл Кофман, про которого мы часто говорим, упоминаем его отчеты. Он выпустил сейчас очередной отчет. Там в конце прям так и сказано: все решит преимущество в беспилотных войсках. И сейчас
идет такое, как бы для меня, по крайней мере, сражение между военкомами России и Украины. Кто в беспилотные войска по-настоящему привлечет такой грамотный контингент. Это люди молодые, в первую очередь все, самостоятельные. И мало этого просто вот бонуса денег. Там что-то еще должно быть. И для начала предлагают, попробуй, контракт, срочный контракт. Можешь уйти. Ты говоришь программирование, работа с 3D-принтерами. С чего ты взял, что рядовой, который просто дроновод, должен всем этим уметь обладать? Ты говоришь, наверное, про офицеров беспилотных войск беспилотных систем? Нет. Там даже те военно-учетные, воинские учетные специальности, которые я видел, которые входят там 12 штук, это вот как раз по этим всем видам деятельности, специальности, они для рядовых, не для офицеров. Программирование. В том числе. Какое программирование? Может быть, не совсем уточняется, о чем речь идет. Может быть, просто речь идет об умении пользоваться компьютером, умением пользоваться операционными системами, а не писание кода. Перепрошивка, исправление. То есть умение пользоваться компьютером на самом-то деле, а не программирование настоящее. И программирование в том числе. И программирование в том числе. Не то, чтобы каждый должен быть, но таких людей надо искать. Вопрос, где ты их найдешь? И вот они пошли сейчас в высшее учебное заведение. Военкомы, армия вообще, да, Министерство обороны пошло, мы прям видим это в новостях. Мы видим это в новостных выпусках. Пошли в вузы агитировать. А что ты студенту предложишь? Это человек со своим представлением о карьере там, и так далее. Значит, вот уступки, срочный контракт, не навсегда, и так далее. Бонусы сохраняем, все это. Вот кто сейчас больше наберет таких людей, которые составят костяк этих беспилотных, тот и победит. Потому что, конечно же, этот набор беспилотные войска, он приоритетный. Вот ты знаешь, в Советском Союзе было так. Были приоритеты купцов, так называемых. То есть собираются призывники на угрешке там в одном месте. Первый, кто выбирает на основании анкеты? Образование, здоровье, там, физическое развитие, все вот это. Ракетные войска стратегического назначения. Первый приходит оттуда, офицер, и говорит: так, Иванов, Петров, Сидоров, ко мне. И забирает. Следующие моряки, пограничники. А потом уже только десантники, и потом все остальные. То есть по очереди разбирали самых лучших. Вот приблизительно так сейчас пытаются поступить. Это тоже стимулирование людей, которые никогда бы на контракт не пришли, то есть увеличение притока. Вот один из способов такой. Вышел материал «Гардиан», британской газеты, со ссылкой на Международный институт стратегических исследований. И согласно его данным, Россия пока еще не потеряла преимущества свои и способность продолжать боевые действия. Это, надо сразу сказать, такой авторитетный источник. Это институт настоящий, там ученые, прям действительно. Да. Они сделали стратегическую оценку. То есть экономика, политическая устойчивость, все вместе сразу. Но у тебя может быть нормальная экономика, а политические государства там слабое, может развалиться, если она расколота пополам, предположим, по какому-то острому политическому вопросу, ну и так далее. И отсюда вытекает еще и экономика, бюджет, исполнение бюджета и все. Вот. Я думаю, что на это мнение стоит обратить внимание и опереться на него в дальнейших расчетах. То есть, если у нас война на истощение, как названо, как мы сами об этом все время рассказываем, значит, это задача определить способность государства продолжать вооруженную борьбу, задача номер один. И, в принципе, получается, что вот эти, как мы их назовем, надежды, расчеты, вот лучше так, наверное, расчеты украинского правительства о том, что Украина будет сражаться до конца и так измотает Россию, что Россия просто упадет под стол и скажет: все, сдаюсь. Вот эти расчеты, судя по всему, не подтверждаются учеными вот такого солидного института. Вполне солидного. Им можно и верить. Значит, в принципе, все-таки Зеленский
еще и на везение рассчитывает. У меня такое вот впечатление, что везение для него, помимо личного упорства, он очень упорный человек, по личному упорству везение для него какой-то фактор. Мне кажется, он верит в него. Вот. Еще один материал «Гардиан», вышедший на днях к 4-летию СВО, который пересказывает события с 2020 года, то, как медленно все это подходило к, собственно, 24 февраля 2022 года. Ну да, для меня это тем более интересно было читать. Там же огромное количество источников они опросили. Создали такую объемную картину. Источники все западные, все рассказывали со своей колокольни, как они это видели, как это все развивалось, да. То есть они как бы, ну и не только, да, украинские источники там тоже есть. Вот. То самое интересное – это свидетельство людей, которые прямо вот в переговорах принимали участие непосредственно. Их как раз вот слова, они дорогого стоят. Это прямо вот в дальнейшем войдет в учебники. Меня это еще и касается напрямую, потому что вот накануне специальной военной операции я-то как раз придерживался мнения и не скрывал его, что при той конфигурации войск, которая имеется вокруг Украины, невозможно выполнить те планы, которые нарисованы в западной прессе в виде карт знаменитых, там, утечек вот этих вот, где как кто пойдет, что это физически невозможно. Я просто был убежден, что есть один способ, поскольку для Кремля самым важным было, чтобы Украина не вошла в НАТО и вообще не сотрудничала с Западом вот, в военном смысле, чтобы там инфраструктура военная на Украине не возникла чужая. Есть один способ, который вот гарантированно этому позволял добиться. Я был убежден, что Путин, Кремль, официально признает ДНР и ЛНР как государства отдельные, значит, подпишет с ними договор о военном союзе, введет туда войска, и с этого момента все разговоры о вступлении в НАТО для Украины закроются, потому что НАТО нельзя брать государство, включать, которое находится в состоянии вооруженного конфликта, нерешенного территориального спора. Такая у них практика. И Украина как бы подвешивается. Раз ты воюешь с кем-то, мы тебя в НАТО не можем. И когда эти республики самопровозглашенные признали, тогда вот сразу накануне-то, я считал, что вот прямо вот идет так, как я и сказал. И эта группировка, которая была собрана, если ее ввести туда, Донбасс, она просто как вот кирпич над головой Украины бы висела в дальнейшем всю жизнь и угрожала бы, не позволяла бы украинским лидерам, там, новым, старым, неважно, так сказать, куда-то вот в сторону НАТО опять смотреть. Было принято совершенно другое решение. Началась специальная военная операция. Но количество войск не увеличилось. И вот очень интересно смотреть, как Гардиан, его источники, рассказывают, как Путин к этому ушел. Именно, что он все более жесткий становился. Но параллельно шла вторая история – переговоры. Значит, Россия собрала вот эти 120 тысяч человек, плюс 30 тысяч еще этот корпус был в ДНР, ЛНР, их собственная армия, да? Но 120 тысяч человек на границе Украины в беспрерывных маневрах, начиная там чуть ли не с мая месяца, они потом в сентябре возобновили эти маневры, вот так вот крутилось вокруг границ Украины, крутилось, то есть это было военное давление. Путин вступил прямо в переговоры, постоянно шли переговоры, встречи, разговоры удаленные по телефону о том, чтобы Украину не брали в НАТО. Я тогда считал, что у него это план номер один дипломатическим и военным давлением на границе заставить американцев отказаться отключить Украину в НАТО. А вот ввод войск для меня это был план «Б». Второй план на случай, если первый не удастся. Ничего не вышло, и только в январе месяце, судя по всему, он принял решение к плану «Б» переходить. Вот сейчас мы столько рассказывали нашим подписчикам о боях в Покровске и Мирнограде.
А там группировка была 150 тысяч человек. Только вокруг Покровской Мирнограда 150 тысяч человек собралось. Бились. А тут на всю Украину 120 тысяч. Это нереально. Значит, был какой-то другой план, но он не осуществился. Смотри, в этом материале говорится, что Владимир Путин замыслил начать, собственно, военные действия еще в 2020 году, на самом деле. Угу. Что-то об этом. В материале «Гардиан» делается предположение, что, исходя из его речей, из того, что он, так сказать, там вот начал читать про русскую историю и так далее, вот, они сделали предположение, что может быть тогда. Просто к 2020 году провалились мирные соглашения по формуле Штайнмайера, когда, по идее, могло все совершенно по другому сценарию пойти, но на Украине начались массовые протесты, Зеленскому угрозы поступали. Да. Ну, то есть там прям вся сторона, не сторона, да, вот именно всякие институты влияния начали противиться этому. Уже тогда использовалось в материалах прессы термин «капитуляция». То есть, ну, может быть, все тогда так на самом деле началось. Понимаешь, я вот как раз с этим полностью согласен, но это не противоречит моей теории. Дело в том, что он, конечно, понял, я так думаю, что с украинцами ничего не получится. Но он-то избрал своим главным визави, человеком, которым после Ганди, вторым, он может о чем-то вообще поговорить, Байдена. Для него США были главным партнером в переговорах. Он на них давил, на американцев, чтобы они Украину в НАТО не взяли, понимаешь? А Украина все, на них уже крест поставил давно. Зеленский приходил к власти вот с одними обещаниями, а потом вдруг в воздухе переобулся и совершенно другой стал. Это я согласен абсолютно, так оно и есть. Но одно другому не мешает, в таком взгляде, не противоречит. То есть, да, скорее всего, Путин действительно понял, что мягкой силой ничего не получается, да, и сказал, ну давай надавим на американцев. На их хозяев, потому что он американцев считал хозяевами украинцев. Как американцы скажут, так украинцы. Но он прав, Путин, в том смысле, что кого брать в НАТО, кого не брать, решает не Киев. Это все-таки Вашингтон решает. Ну вот он к Вашингтону и обратился. Ходил вокруг границ украинских с этим 120-тысячным войском, ничего не добился. Последний уже вариант был. В таком случае, если присовокупить сюда еще и этот эпизод, то получается 3 плана. Вернее, план из 3 пунктов. Или там мягкая сила. А, Б, С. Первый он попытался, с Украиной договориться мягкой силой. Ничего не получилось. Потом попытался с американцами жестким давлением, в том числе с помощью маневров. Не получилось. И тогда уже 3-й вариант, собственно говоря, переход границы вооруженный. Еще есть очень важная вещь, которую почему-то в последнее время я не встречаю ее в прессе, в аргументах аналитиков и так далее. Понимаешь, много, и я сам об этом говорю, что сильно сдвинулась позиция Украины из-за военных действий. Что сначала вообще говорить не хотели, и мы будем пить кофе там на набережной Ялты, вот такие были настроения. Сейчас все по-другому, и вот уже рассматривают вариант, что, может быть, сделать нейтральную зону на месте, оставшейся части Донецкой области, под каким-то совместным управлением. В общем, все поменялось. Но ведь и российская позиция-то тоже менялась. Потому что если мы поднимем то самое Стамбульское первое соглашение, которое там что только не было, и какие-то уровни вооружений там, для артиллерии, для армии, сколько бойцов иметь в армии и так далее, это все обсуждалось. Но территориальных этих самых претензий к Украине там не было. Там в Стамбульских соглашениях вообще не предполагалось, что Запорожская, Херсонская область должны перейти в состав России. Это все только после уже объявления мобилизации, это только уже после того, как оставили Херсон и включили эти республики в состав, в состав России по Конституции. Только после этого. Это на самом деле очень серьезная деталь, которую надо всегда помнить.
Мало того, что Путин заходил с другими планами, а не с полноценной гигантской операцией военной, он еще и не планировал присоединять эти области на самом-то деле. Это все по ходу уже навернулось, как говорится, на спину. Интересно. Всем пока, спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Ну вот, у нас есть телеграм-канал, Бусти, телега пока еще не заблокирована. Следующая наша встреча уже весной. Ждем вас опять в гости на нашем канале. Приходите. Ну, как всегда, призываю вас подписаться. Всем пока. До свидания.